Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ. Сегодня у нас премьера новой рубрики «Экономическая политика» или «Политическая экономика», которая, в общем-то, ориентирована для всех. В этой рубрике мы попытаемся простым, понятным языком говорить о тех вещах, о которых специалисты обычно говорят специальными терминами, для того, чтобы широкий круг зрителей мог понимать, о чем, собственно, речь. И мне особо приятно, что эту рубрику открывает известный вам Валентин Юрьевич Катасонов, собственно, человек, который подвигнул меня на открытие этой рубрики. Помимо Валентина Юрьевича, в этой рубрике вы увидите и других экономистов. Но, собственно, эту рубрику я бы хотел начать в том же ключе, как мы проводили прошлые наши с вами беседы. Первая часть — это мы кратко говорим о текущих событиях, и потом берем одну какую-то серьезную тему. Итак, события последних дней, они у нас все концентрируются экономически вокруг экономической войны и санкций. С одной стороны, которые Запад наложил на Россию, с другой стороны, ответных санкций России. Валентин Юрьевич, насколько, на ваш взгляд, эти санкции критичны для российской экономики и населения? Вы понимаете, критичность этих санкций зависит от того, каковы будут наши реакции, каковы будут наши действия. Если будет полное бездействие, то будет очень больно. Если будет полудействие, будет, будем так говорить, результат неопределенный. Необходима максимальная мобилизация. Только в этом случае не только мы избежим ненужной боли, но используем шанс для того, чтобы вернуть суверенитет страны. Я бы так коротко сказал. То есть все зависит от нас. Опять мы упираемся в человека. Понятно. То есть вы хотите сказать, что экономический суверенитет — это одна из неразрывных частей вообще суверенитета страны, и продовольственная безопасность — это один из ключевых факторов? Безусловно, конечно. Кроме продовольственной есть и другие виды безопасности, но все-таки, учитывая, что еда в системе человеческих ценностей находится на одном из первых мест, наверное, это одна из важнейших форм экономической безопасности. То есть, Слава Богу, что сейчас правительство повернуло свой взгляд к сельскому хозяйству, к промышленности, это положительный фактор. Но ведь тут же мы выходим на одну из наших старых бесед, где мы говорили о том, что необходим госплан, и как один из элементов суверенитета и государственной самостоятельности, потому что без планирования невозможно выстроить стройную систему. Совершенно верно. То, что сейчас мы наблюдаем, это и не полное бездействие, но и не мобилизация. Это некие полумеры. А полумеры, они всегда меня напрягают. Их недостаточно? Конечно, недостаточно. Их недостаточно. Смотрите, значит, приостановлен импорт продовольственных товаров на срок 12 месяцев. А там посмотрим. На самом деле, конечно, это хорошо для нашего товаропроизводителя, для нашего фермера, потому что у каждого из фермера, у каждого из товаропроизводителя есть некие резервы, есть некоторые незагруженные мощности. Будем так говорить, за счет этого резерва можно прирастить предложение продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, где-то там, наверное, на 20-30%. Но все равно это не компенсирует наших потерь, поэтому тут мы, конечно, можем сказать, что есть Латинская Америка, что есть Китай, что есть страны ближнего зарубежья, но все-таки мы должны понимать, что это действительно война. А война, если мы не играемся в детской песочнице, это война до победы. Для Запада что значит победа? Для Запада это значит поставить Россию на колени, все-таки добить ее и сделать ее колонией,
для нас победа – это достижение состояния суверенитета, в том числе политического, экономического и духовно-нравственного. Информационного. Ну и информационного. Ну и Вот. территориальный. Да, То есть понимаете? три составляющие суверенитета: это территориальный суверенитет, это экономический суверенитет, это информационно-духовный суверенитет. Конечно, да. То есть без наличия всех трех компонент говорить о суверенном государстве не приходится. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому, если это война, а не игра в песочнице, то здесь должна быть максимальная мобилизация сил, ресурсов и духа. Я каждый раз возвращаюсь к духу. Так что, не знаю, пока какие-то полумеры. Это примерно как в начале перестройки кто-то сказал: нельзя быть немножко беременным. Или мы начинаем эту войну, или мы тогда признаем, что мы колония. Но в этом случае, если мы вот сделали вот эти ответные меры, пострадает не только та сторона, но и ведь пострадает кто-то и в России. А как же, война есть война. Мы должны четко понимать. Вот тут проводились опросы общественного мнения, которые показывают, что наше население с ликованием встречает эту самую экономическую войну, экономические санкции. Но, понимаете, тут важно не допустить перегиба. И это считается, будем так говорить, проявлением патриотизма. К сожалению, вот разговоры с людьми показывают, что за этим шапкозакидательским патриотизмом, к сожалению, нет понимания сложности экономической войны и того, что необходимо будет терпеть какие-то лишения, необходимо, образно выражаясь, взять в руки лопату, и надо понимать, что война не длится 1 неделю или 1 месяц. Поэтому надо быть готовым к тому, что... Хорошо, ну вот началась война. Готовы ли наши нынешние власти, я имею в виду прежде всего правительство, Центробанк, к такого рода действиям, то есть к ведению войны вот, экономической, или же там что-то надо менять? Абсолютно не готовы. Абсолютно не готовы. Вот сейчас Центральный банк, вы упомянули, он ввел такую форму: ежеквартальный отчет о денежно-кредитной политике. Есть такой документ, достаточно официальный документ. Вот я посмотрел последний квартальный документ «Денежно-кредитная политика». Документ объемом 100 страниц. По-моему, он уже как бы появлялся в свет в то время, когда Запад уже не только угрожал, но уже и вводил точные санкции. Там в этом документе 1 раз только упоминаются санкции. 1 раз используется слово «экономические санкции». И на 100 страницах не нашлось даже ни одного абзаца, где бы руководство Центрального банка объяснило внятно, как они готовятся к экономической войне. Нету этого. То есть документ написан в духе традиционном, в таком замшелом духе. То есть нынешние структуры, по крайней мере, Центробанка не готовы. Не готовы, а что абсолютно. правительство? Ну, относительно правительства мне тоже сложно говорить. Я как-то ближе к Центральному банку, но с моей точки зрения, если мы понимаем, что мы ввязываемся в войну, должно быть понимание, что война быстро не кончается. Я могу привести много аналогов из всемирной истории или из отечественной истории. Ведь, по сути дела, в декабре 1917 года бывшие союзники по Первой мировой войне объявили Советская Россия экономическую войну. Сначала это была торговая блокада, декабрь, примерно в это же время морская, немного позднее кредитная блокада. И, по сути дела, эта война, она длилась до начала Второй мировой войны. Даже если говорить точнее, то до начала Великой Отечественной войны, до того момента, пока, скажем, Запад не проявил свое отношение к Советскому Союзу, скажем, Америка заключила соглашение о ленд-лизе. А до этого, собственно, это была экономическая война. И, значит, получается, где-то период с конца 17 года до 41 года мы фактически отвечали на удары Запада тем, что проводили индустриализацию. Построили 10 тысяч предприятий. Вот это, я понимаю, достойный ответ противнику в условиях экономической войны.
Тогда мой уже ставший традиционным вопрос, вот если у нас началась экономическая война, мы к ней не готовы, а что надо делать, на ваш взгляд, человека, который хорошо знаком с финансово-экономической стороной вопроса? Еще раз говорю, что, конечно, нужна кардинальная перестройка всей экономики. Кардинальная В какую перестройка. сторону? Рыночную или наоборот более Естественно, управляемую? если я несколько раз употребил слово мобилизация, мобилизационная модель, то естественно, что это модель мобилизационная. А что будет с частным бизнесом? А что будет с частным бизнесом, мне трудно сказать, потому что вообще-то во время войны война и бизнес – это вещи слабо совместимые. Потому что бизнес, его не интересует цели войны. Бизнес интересует деньги. Понимаете? А деньги и война, если это бизнес, то, извините, мы имеем, будем так говорить, потенциального, по крайней мере, агента влияния, агента, работающего на противника. Ну, может быть Потому так, что деньгами можно... машиностроение, там, металлообработка, это будут как-то регулироваться государством и субсидироваться государством, а, допустим, торговля розничная может остаться в том же виде? Понимаете, мы как-то все-таки немножко не понимаем, в какой ситуации мы находимся. А вот это непонимание, оно меня немножко напрягает и расстраивает. Потому что все-таки войну стороны ведут, имея в виду, что каждая страна имеет в виду, что она победит. А для того, чтобы победить, необходимо мобилизовать все ресурсы. До последнего патрона. До последнего патрона. А лишних ресурсов не бывает. Если мы говорим, что мы оставляем бизнес, значит, тем самым мы говорим, что мы какие-то ресурсы выводим из вот как бы этой мобилизационной модели. Достаточно вспомнить опыт Первой мировой войны. Опыт Первой мировой войны показал, что попытка жить по-мирному в условиях войны до хорошего не доводит. Не доводит. Да, значит, где-то к 1916 году, наконец, до власть придержащих дошла такая простая мысль, что необходимо заводы для производства оружия делать казенными. Потому что, извините, бизнес на этом делал большие деньги. Его не интересовала победа на фронте. Один и тот же, скажем, снаряд на частном заводе мог стоить в 5 раз дороже, чем на казенном. И предпринимателя, бизнесмена не интересовали проблемы политики. Они говорили, бизнес – это только бизнес. Ну, и ничто у нас, другого. по крайней мере, снаряды делают в ГУПы, Федеральные государственные унитарные предприятия. Я понимаю, но дело в том, что необходимо консолидировать все ресурсы. Это снаряды привел как пример. А ведь у нас, извините, возникали ситуации в годы Первой мировой войны, когда, например, мог возникнуть искусственный дефицит продовольствия. А искусственный дефицит продовольствия мог быть создан только в условиях, будем так говорить, частного бизнеса. Те же самые печальные события февраля 2017 года – это искусственный дефицит продовольствия. Продовольствие находилось в частных руках. Уже где-то, кстати говоря, к концу 2016 года правительство, царское правительство пришло к пониманию того, что нужна продразверстка. Это не большевики придумали. Вот вы знаете, что вытекает из всего того, о чем мы сейчас только что говорили? То, что Путин, сделав вот эти ответные шаги, приняв вызов по экономической войне и фактически в нее вступив, вольно или невольно вступил в фазу и социальной трансформации. Безусловно, сейчас ему надо определяться, потому что назад хода нету, он уже персона нон грата, но вперед он двигается крайне медленно. Крайне медленно. Даже, я бы так сказал, у него нет четкого понимания, как надо двигаться, что надо делать, алгоритм. А этот алгоритм Может, не есть. у него, у его окружения? Ну, мне трудно говорить, сам ли он... Почему он не прислушается к мнению Катасонова, к мнению Глазьева, еще огромного числа экспертов, которые, в общем-то, временем показали, что то, о чем они говорили и в отношении ВТО и прочее, это все оказалось верным. Мне трудно говорить, потому что, хотя вы и назвали нашу рубрику «Экономическая политика» или «Политическая экономия», но все-таки по части
политики, особенно около кремлевской политики, я тут вряд ли вам что-нибудь такое расскажу интересное, поскольку там не бываю. Не бываю. Но я подозреваю, что, конечно, наше первое лицо, оно окружено, будем так говорить, людьми, которые, ну, не проявляют, мягко выражаясь, должного патриотизма. Ну вот вы знаете, вы невольно повторили то, что звучало буквально на прошлой записи, когда другой человек по другому в поводу сказал, что Путин окружен ватой. Ну да, можно и так сказать. Но вы тут упомянули другие вещи, которые очень важны. Потому что, наверное, вы все-таки зададите мне вопрос, а что надо делать? Ну, Да. это, собственно, я предполагал во второй части нашей программы. Ну, раз просто вы некоторые такие раздражители уже да. мне подбросили. ВТО, например, назвали. Соответственно, мы вот так от текущих новостей переходим ко второй части программы, к более глобальному пониманию вещей, что делать и какие ответные меры могут быть. Если сейчас ответные меры были направлены прежде всего против Европы, США от этого никак не пострадали, хотя застрельщиком и зачинщиком всего этого бардака являются они, было бы логично предположить, что будут какие-то ответные меры в отношении США. Естественно, первое, что приходит любому маломальски знакомому с экономической ситуацией, это магическое слово бонды, казначейки, трежерис. Вот давайте для начала расскажем нашим зрителям, что это за такое. Зачем у нас огромные сотни миллиардов долларов находятся в этих трежерис казначейках, и что это вообще за зверь такой, потому что экономисты часто упоминают этот термин, но граждане могут и не понимать. Ну, мы обычно чаще используем такое понятие, как золотовалютные резервы или международные резервы. Международные резервы – это совокупность золота и валюты. Ну, золото мы выносим за рамки нашего разговора, остается валюта. Но опять-таки некоторые думают, что вот где-то там, наверное, в сейфах там или в подвалах Центрального банка, значит, стеллажи с этими пачками зеленых долларов. Нет, конечно, речь идет о том, что эти доллары, они представлены в форме неких инструментов. Это вот на профессиональном языке финансиста называется инструменты, номинированные в долларах. Номинированные в долларах, то есть, как бы, да, это требование Российской Федерации, вернее, Центрального банка Российской Федерации к тем эмитентам, которые вот создали эти самые treasuries, банды, а по-русски говоря, облигации. Это некая бумага. Это некая бумага. На Долговая которой написано, бумага. Что казначейство Соединенных Штатов обязуется погасить в определенный срок эту бумагу под такому-то номиналу. Да, совершенно верно, совершенно верно. А продает оно ее чуть дешевле, чтобы была прибыль. Какова эта прибыль? Вы знаете, я не настолько специалист в этих тонкостях. Значит, бывает иногда, что продажи на свободном рынке бывают немножко выше номинала, иногда немножко ниже номинала. Вот, я не знаю условий, на которых Центральный банк приобретает эти treasuries. Я думаю, что это особые условия. Но это особые условия. В конечном итоге получается, что в тот момент, когда государству нужны деньги для каких-то мобилизационных, опять же, мы возвращаемся к началу разговора, действий, государство может эти обязательства казначейства США предъявить к оплате, и казначейство США по номиналу выплатит эту сумму или позволит оплатить какое-то оборудование, продукты и так далее. Это чисто гипотетически. Но это декларируется. Это декларируется. Тогда вопрос, зачем мы их покупали? Ведь мы же продавали нефть, продавали газ, за это получали доллары, доллары вкладывали в эти облигации, за которые ничего нельзя получить. Ну, фактически, будем так говорить, мы, как страна, проигравшая в холодной войне, фактически выплачивали контрибуцию и продолжаем ее выплачивать, эту контрибуцию, вот в такой своеобразной форме. Да, но ведь у Китая на $1 триллион этих облигаций. Я понимаю. Он не проигрывал войну США? Я вам должен сказать, что, конечно, тут с Китаем немножко другая ситуация. Китай, конечно, очень уязвим, это понятно. С другой стороны, ведь это была некая сделка.
сделка, которая заключена была еще в конце 70-х годов. То есть Китай берет на себя обязательство накапливать зеленую бумагу или treasuries. Естественно, Америка раскрывает свой рынок. А также плюс к этому она не мешает Китаю осваивать рынки других стран. Хорошо. Это некая такая, А будем можем говорить, мы рассчитаться с Китаем за поставленные нам товары, продовольствие вот этими трежерис? Ну, где миллиард, там 100 миллионов, как говорится, размажется. ну, трудно мне сказать. Вообще-то говоря, китайцы очень прижимистые. Они торгуются за каждый, ну, не то что там миллиард, а за каждый миллион. Вот, поэтому я не думаю, что они захотят использовать эти трежерис в качестве средства оплаты чего-то там в Китае. Так, то есть наш великий министр финансов Кудрин, признанный американцами лучшим министром Ну, финансов всех времен и значит, это народов, самый эффективный... закупил вот эту бумагу, которую теперь никуда нельзя деть. Ну, мне трудно сказать, можно ее куда-то деть или нельзя куда-то деть. Или с большим дисконтом. Вот, может быть, с дисконтом. Тут, понимаете, вот эта тема, значит, статуса treasuries, которые находятся на балансе центральных банков, эта тема достаточно закрытая. Она достаточно табуированная. Только по отдельным обрывкам, по отдельным информационным сообщениям пытаешься сложить некую картинку. Хорошо. Ну, вот я могу рассказать один просто пример. Давайте. Фукусима, Япония. Да. Значит, да, японцам потребовалось большое количество валют. Потому что понятно, что treasuries это еще не валют. Treasuries надо окэшить, а потом уже этот кэш можно использовать для закупок или оплаты того, другого, третьего. Так вот, значит, ведь эти treasuries, они находятся не в виде каких-то бумаг, которые хранятся в сейфах Банка Японии. Учетных записей. Это учетные записи, есть депозитарии. Так вот, точное количество депозитариев, где хранятся treasuries, входящие в состав международных резервов, я, например, не знаю. Если кто-то из зрителей может подсказать, буду очень рад. Вот, но я не сумел, к сожалению, этот вопрос до конца для себя понять. И Япония не смогла. Короче говоря, ей показали комбинацию из 3 пальцев. Дядя Сэм сказал, ищите другие источники. Treasuries это святое. Понятно, вы нам свои деньги отдали, забудьте. Да, забудьте. Примерно как вы нам отдали свое золото, забудьте, да. Так, хорошо. Ну вот, развернулась у нас экономическая война. Допустим, наши власти объявляют, что они продают трежерис, которые есть у Российской Федерации, золотовалютных резервов, фонда будущего поколения, фонда благосостояния и так далее. Значит, для того, чтобы начать развитие сельского хозяйства, машиностроения, индустриализацию и так далее, для этого нужны деньги, покупать оборудование. Импортное оборудование, Импортное, на валюту. Да. Значит, да даже китайское. В конце концов. Значит, вот мы об этом заявили. Значит, американцы отказались их обналичивать. Так показали ту же фигуру, что и японцам. Заблокировали, да. Показали ту же фигуру, что и японцам. Значит, из этого следует, что покупать эти бумаги вообще не надо. А их ведь покупает не только Китай, их покупают Саудовская Аравия, покупают те, кто торгует активно нефтью. Из европейских стран главным покупателем сегодня стала Бельгия. Ну, в том числе. И вот тут выясняется, что эти бумаги назад в деньги не превращаются. В этом случае, что будут Это учетные делать... записи, как я говорю. Да. Учетные Но записи. что в этом случае будут делать центробанки других стран? Они дальше будут покупать эти трежерис, или же они будут искать другие инструменты, не связанные с долларом? Ну, вы знаете, в принципе, можно даже долларовые резервы разместить не в трежерис, а на депозитах зарубежных банков. Надо иметь в виду, скажем, вот у нас золотовалютные резервы, валютная часть, примерно 2/3 это бумаги, облигации, не только, конечно, американские облигации, есть эмитенты из других стран, и плюс к этому валюта на депозитах зарубежных банков. Тут возникает интересный вопрос, а может быть нам каким-то образом
перекинуть все наши валютные резервы на депозиты банков? Вопрос интересный, но боюсь... Ну, наверное, лучше в оборудование, чем в бумагу. Нет, это безусловно, но вы не можете быстро провести закупки. Конечно, лучше. В принципе, должна быть какая-то программа, какой-то алгоритм действий. Опять Сначала... Госплан. Ну, по крайней мере, будем так говорить, война есть война, должен быть какой-то план действий. Должна быть какая-то инструкция для командующих фронтами, армиями и так далее. К сожалению, я не вижу сейчас ни штаба, который бы вел, будем так говорить, эту войну, или, вернее говоря, готовил решение по этой войне, ни, будем так говорить, ни армии, ни каких-то других дивизий, которые бы участвовали в этой войне. Тут Ну, очень давайте много... вернемся к Трежерис. Вот смотрите. Так опять- хотел бы сказать, что даже меньшим злом было бы переведение трежерис в валюту на депозиты некоторых банков. Другое дело, что есть банки, которые, наверное, еще представляют больший риск для нас, чем даже трежерис. Скажем, если мы переведем валюту на депозиты американских банков или банков лондонского Сити, то дядя Сэм, естественно, дотягивается своей рукой до этих банков. И очень быстро банки там сообразительные, они тут же исполняют любые команды из Центра управления полетами. А вот какие-то банки другие, тут можно еще поиграть. Нужно поиграть. Но вы правы, что надо как бы спрямлять эти пути. Необходимо сразу же стараться заключать какие-то контракты, сразу же проплачивать хотя бы авансовые платежи, там, в размере 20-30%. Мы не можем, конечно, рисковать и проплачивать 100% контрактов. Ну вот, а для того, чтобы быстро заключать контракты, нужны специалисты. У нас их очень мало. Понятно. Поверьте мне, что специалистов, которые понимают, что такое контракты, их очень мало осталось. А для того, чтобы заключать контракты, надо понимать, какое оборудование закупаем. А чтобы понимать, какое оборудование закупаем, надо иметь какую-то программу развития промышленности и экономики. То есть мы не можем, извините, вот так вот лечить болезнь, грубо говоря, какой-то примочкой. Нам необходимо... Хорошо, то, что система. Госплан абсолютно необходимо, это мы убедились, потому что наша беседа всегда кругами смыкается на этом. Какой бы вопрос ни начали рассматривать, мы упираемся в необходимость этого института. Но сейчас вернемся к Трежерис и рассмотрим вообще этот инструмент в части того, что он является для Соединенных Штатов. Зачем вообще Соединенные Штаты устроили всю вот эту вот историю с облигациями, казначейскими векселями? Значит, для чего это им нужно? Ну, понимаете, мы тогда должны вспомнить круглую дату столетия Федеральной резервной системы. На самом деле ведь Америка как-то жила без трежерис когда-то, жила когда-то и без Федеральной резервной системы. Вот, но это особый разговор. Короче говоря, была уже создана целостная система, целостная в интересах не общества, а в интересах финансовой олигархии небольшой группы. И возникла такая, значит, схема. Обмен бумагами. Федеральная резервная система поставляет бумаги под названием банкноты, а американское казначейство Федеральную резервную систему поставляет бумаги под названием Treasuries. Ну, естественно, что главным бенефициаром в этой схеме является Федеральная резервная система. Частные лица. Конечно, частные лица. Вот такой, я бы сказал, То есть интересный получается механизм. таким образом, что за счет вот этого механизма весь мир, покупая трежерис, финансирует развитие экономики Соединенных Штатов. Точнее, даже не экономики, а правительства Соединенных Да, Штатов. еще неизвестно, на что это идет. Чаще Да, всего то это есть- идет на военные нужды. То есть, грубо говоря, Россия, покупая трежерис, финансирует Пентагон. Китай, покупая трежерис, финансирует Пентагон. И другие государственные учреждения Соединенных Штатов, то есть долги правительства Соединенных Штатов. То есть давайте называть вещи своими именами. Да. Трежерис – это долги правительства США. Те деньги, которые они потратили на военные, в том числе, нужды. Ну да. На Значит- сегодняшний день эта сумма составляет там порядка 16, а может быть уже 17 триллионов долларов. Это примерно 100% И именно американских. по той причине, что эти деньги уже потрачены,
и не могут быть возвращены трежерис и не гасятся. А заставляют, вынуждают всех покупать снова и снова. То есть это такая вот та цепь, которую тянут рабы, экономические рабы Да, да, Соединенных да, Штатов, совершенно верно, фактически да. весь мир. Совершенно верно, да. Ну вот, не знаю, помните, в конце сентября прошлого года начался спектакль под названием, значит, «Подготовка к дефолту Соединенных Штатов». Помните, когда там, значит, был объявлен мораторий на бюджетные выплаты, в том числе выплаты зарплаты бюджетникам, Да-да. потому что нельзя было принять бюджет, пока не повысится потолок заимствований. То есть одно цеплялось за другое. Это спектакль, который длился, наверное, так вот недели 3, в таком, я бы сказал, напряженном режиме. Но потом подняли потолок, и все опять вздохнули. Но вот я не знаю, в этом году, значит, осенью, в конце сентября, будем мы свидетелями очередного спектакля, или, может быть, Америка сейчас уже перестроилась, потому что есть такие разговоры, не подтвержденные пока, что в Конгрессе Соединенных Штатов готов уже законопроект о том, чтобы вообще отменить потолок заимствований. А если отменен потолок заимствований, то как бы начинает действовать такой перпетум мобиле, да? Но получается ведь такая штука, что вытягивая себя, Соединенные Штаты утапливают всех остальных, то есть весь остальной мир. Ну, конечно. А если появится некто, кто скажет, доколе хватит и обрубит эту цепь хотя бы у себя, нагрузка ведь на остальных она возрастет? Ну, один такой прецедент уже создан. Опять-таки, так парадоксальная история устроена, что эти прецеденты создают как раз главные бенефициары той системы, которую они выстраивали на протяжении многих десятилетий и столетий. Я имею в виду экономические санкции. Я имею в виду даже конкретные экономические санкции против Ирана. Они с 1979 года держат Иран в блокаде, и Иран научился торговать без долларов. Понимаете? Он, конечно, не обвалил американскую, эту самую систему американского доллара, но тем не менее... Просто размер его экономики Да, он незначительный. показал, продемонстрировал прецедент, что можно и обходиться без американского Но доллара. ведь буквально на днях прошла информация, что в расчетах между Россией и Китаем уже вот буквально в этом году наступает момент, когда мы будем заключать сделки, номинированные не в долларах Да, и да, без да. использования долларов, а только используя рубли и юани. Соответственно, доллар здесь становится не нужен. То есть вот мы видим, что два крупнейших финансиста США начинают эти цепи подпиливать. И вот такая ответная санкция со стороны России. Мы просим обналичить наши казначейки. Как вы считаете, возможен такой шаг со стороны России? Значит, я хотел бы сказать, что где-то в марте месяце произошло интересное событие в мире финансов. Это событие, оно было зафиксировано статистикой американского казначейства. Значит, произошло перемещение какой-то части казначейских билетов, казначейских облигаций, извините, вот, из депозитария, одного из американских депозитариев. И никто не мог толком сказать, что это за страна и куда она переместила. Там на несколько Речь шла о 50 миллиардах долларов. В марте месяце было зафиксировано перемещение большого пакета казначейских облигаций из одного из американских депозитариев на сумму несколько десятков миллиардов долларов. 50 миллиардов. Ну, я уже даже подзабыл, хотя писал в свое время статью на эту тему. Вот. И, естественно, все ломали голову, собственно, что за страна. Что за страна. Сама как бы операция была зафиксирована. Ну и я вот как-то там колдовал со статистикой и пришел к выводу, что это Российская Федерация была. Но дело в том, что значит, там были версии. То ли эти казначейки сразу же были выброшены на рынок, или они переместились в какой-то другой депозитарий. Моя версия была такова, что они переместились в другой депозитарий, потому что выброс такого количества казначеек на рынок, безусловно, бы сразу бы привел бы к неким возмущениям на этом рынке. А в эти дни никакого возмущения на рынке не было. То есть мы с кем-то рассчитались
Нет, я думаю, что мы просто решили немножко отползти в сторону от возможного, так скажем, эпицентра. А эпицентр, понятно, что депозитарий в Соединенных Штатах. Вот Ну, и может иметь смысл вообще выйти из этого. депозитарий, скорее всего, европейский. И, скорее всего, это Бельгия. Бельгия. Я, честно говоря, очень рассчитывал, что это будет сброс казначейских облигаций, но, судя по всему, сброса не произошло, потому что статистика Банка России не показала резкого снижения объема, будем так говорить, казначейских облигаций на балансе нашего Центрального банка. Ну согласитесь, вот совершенно абсурдная ситуация. Представим себе Вторую мировую войну. Значит, СССР воюет с Германией. И СССР держит свои деньги, золотовалютные резервы в Deutsche Bank. Не, ну это театр абсурда. Я даже более хочу сказать, конечно, мы показали нашу способность воевать, мы показали свою способность мобилизовать экономику именно годы Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. Но даже, будем так говорить, расслабленная Российская империя, она все-таки готовилась к Первой мировой войне. Что сделала Российская империя? Она еще за 2 месяца вывела все свои валютные резервы из немецких банков. Вывела. Там, правда, была ошибочка, был прокол, потому что Россия считала, что выводить валюту из английских банков и французских банков не стоит, потому что вроде как союзники по Антанте. Но союзнички, они на протяжении всей войны нам делали мелкие гадости. Откровенно надо сказать. Одна из таких гадостей, французы заморозили наши валютные счета. И знаете почему? А потому что они путали войну с бизнесом. Потому что они не были уверены, что Россия в годы войны сумеет исправно, аккуратно выплачивать, будем так говорить, проценты по тем казначейским обязательствам, которые она в виде бумаг распространила во Франции. И поэтому, значит, заморозила в интересах французских инвесторов. Вы понимаете, какие союзники? Вот, но и тем не менее, все-таки эта расслабленная Российская империя, у нее хватило ума вывести свои резервы из Германии. Хорошо. Ну вот мы поняли, что Россия, находясь в экономической войне, вынуждена предпринимать некие шаги. А что Китай? Вот Китай и трежери США. Вот это магическое сочетание слов. Вы знаете, мне про Китай... Кто кого шантажирует? Да, конечно, тут, как говорят, такая взаимозависимость. И каждый из этих, будем так говорить, партнеров-конкурентов или даже врагов, они понимают, что, значит, если он уничтожит противника, то как бы противник за собой не потянул и тебя самого. То есть настолько тесная взаимозависимость. Это как бы общее место, и об этом многие говорят. То есть каждый держит ствол у виска противника. Да, совершенно верно, да. И вот так вот они сосуществуют. Так сосуществуют, хотя надо сказать, что Китай торжественно осенью 2013 года сказал, что больше он американские доллары не будет накапливать в своих резервах. Не будет накапливать. Это очень было громогласное заявление, сделанное... Но ведь по сути для той экономической системы, которую выстроили США, это все равно, что продавать трежерис. Если ты не покупаешь казначейки, значит ты не передаешь капитал, деньги в США, значит они не могут уже функционировать в той прежней парадигме, в которой они жили десятилетия. Да, собственно, наступил кризис этой парадигмы, потому что ведь закончилась глобализация. Китай ведь тоже... как бы это самое, срывал, как говорится, цветы удовольствия из этой глобализации. Пользовался этой глобализацией, он захватывал товарные рынки, в том числе американский рынок. Но последние годы американский рынок для Китая, он перестал расти, он даже сжимается. Грубо говоря, значит, мы продаем товаров меньше на американском рынке, а почему мы должны накапливать американскую валюту? У нас был некий паритет. Может быть, была какая-то договоренность, о которой мы не знаем. Но сейчас эта договоренность сознательно или неосознанно, или стихийно, эта договоренность нарушается. Наверное, американцы говорят, а что мы можем сделать? Все, глобализация закончилась.
Для Китая сейчас тяжелые времена наступают. Это отдельная тема. Это отдельная тема. Но я хотел бы сказать, что Китай, безусловно, что-то делает. У Китая совершенно другая модель поведения. Если я для России предлагаю модель мобилизационной экономики, Россия – это война, которая привыкла воевать. У Китая это немножко по-другому. Это китайская хитрость, китайское лукавство. И мне хотелось бы здесь именно обратить внимание на такой аспект китайского лукавства, как их статистика. Я не уверен, что у них такое большое количество валюты, в том числе американской валюты. А я почему об этом говорю? Потому что я все-таки достаточно неплохо изучил статистику Китая по части золота. Ведь они до сих пор говорят, что у них золотых, то есть в международных резервах только 1000 тонн золота. Но при этом они каждый год закупают золото там по 700-800 тонн. Это официальная статистика Китая и Гонконга. Через Гонконг идет золото. Они, значит, дают статистику о том, что они сегодня добывают по 400 тонн золота внутри страны. Они вышли на первое место. И спрашивается, куда же золото, ребята, девается? А на балансе Народного банка Китая эта цифра, она залипла на планке 2009 года. Сайт не обновляли. Ну, любой вам, грубо говоря, китаист скажет, что китайская статистика очень лукава, поэтому с Китаем тут особое дело, и понятно. Скорее всего там намного меньше. Вот если все-таки нарастает вот это напряжение вокруг вот этих трежерис, которые просуществовали почти 100 лет, да, вопрос, если все это наладан дышит, вообще России есть смысл играть в эти игры? Нет, конечно. Это игра в одни ворота. Это игра в одни ворота, поэтому я бы немедленно издал бы еще один указ. У меня есть мысленно, конечно, целая серия президентских указов. Один из таких указов – это о том, чтобы Центральному банку Российской Федерации прекратить, значит, накапливать американскую валюту. Да и не только американскую, но и евро. Потому что евро фактически это валюта ближайшего союзника. Но Китай наш основной торговый партнер. Да, безусловно. Мы можем только расходовать эту валюту, а накапливать ее категорически нельзя. И ни на $1, ни на 1 евро мы не можем увеличивать наш государственный долг Российской Федерации в этих валютных единицах. То есть оставить капиталы в евро и в долларах, накопления только для частных банков, и государство от этого должно отстраниться. Ну, понимаете, еще раз повторяю, нельзя быть немножко беременным. Если мы начинаем действительно настоящую войну, то мы уже, по-моему, не раз вспоминали в этой студии такой элемент сталинской экономики, как государственная валютная монополия. Если не будет государственной валютной монополии, скорее всего, мы войну тоже проиграем. Но неужели мы не можем собственные уроки выучить хорошо? Ну что ж, друзья, я думаю, вам понравился первый выпуск программы «Политическая экономика», в которой мы будем раскрывать темы, связанные с экономикой и политикой. Потому что эти два понятия абсолютно неразрывны. Как нельзя заниматься экономикой и не попасть в политику, так и занимаясь политикой, нельзя миновать экономику. Итак, до новых встреч. С вами был Валентин Юрьевич Катасонов, который, собственно, начал эту рубрику и будет постоянно... Спровоцировал, наверное, ее, да. Да, в чем-то спровоцировали, и будете постоянным нашим гостем в этой рубрике. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Спасибо.